Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такой узор сетка крючком. Вяжется он очень легко и просто, с его вязанием справится даже начинающая вязальщица. Для работы я использую нитки Виолет и крючок 1,25. Вязание узора начинаем с начальной петли. И набираем цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть кратно 10 плюс 8 воздушных петель. Набирайте цепочку необходимой вам длины. Набрали цепочку. Я для образца набрала 38 воздушных петель. Вяжем установочный ряд. Мы в расчет его брать не будем, он у нас в раппорт узора не входит. От крючка отсчитываем вторую воздушную петлю, вот первая, вторая, и провязываем в нее столбик без накида. В следующую воздушную петлю вяжем столбик без накида. Далее вяжем 5 воздушных петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая. Под наборной цепочке пропускаем 3 воздушные петли. Вот первая, вторая, третья. И в четвертую воздушную петельку вяжем столбик без накида. В следующую воздушную петлю провязываем столбик без накида. И в следующую воздушную петельку вяжем столбик без накида. Всего 3 столбика без накида провязали. Далее повторяем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Пропускаем по цепочке 3 воздушные петли, первая, вторая, третья. В четвертую воздушную петлю вяжем столбик без накида. В следующую воздушную петлю провязываем столбик без накида. И в следующую воздушную петельку вяжем столбик без накида. Провязали. Вот что у нас получается. Далее вяжем до конца ряда аналогично. Вяжем арки из 5 воздушных петель и, пропустив 3 воздушные петли, вяжем 3 столбика без накида в петли цепочки. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязали 5 воздушных петель. По цепочке пропускаем 3 воздушные петли и провязываем в следующую петельку столбик без накида. И в самую первую набранную воздушную петлю вяжем второй столбик без накида. То есть в конце ряда у нас 2 столбика без накида вместо 3. Поворачиваем работу. И вяжем первый ряд узора. 1 воздушная петля подъема. Далее в первый столбик предыдущего ряда, вот вершинку, за обе полупетли вяжем столбик без накида. Далее под арку из 5 воздушных петель провязываем 7 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7 столбик без накида под эту арочку. Далее у нас идет 3 столбика без накида в предыдущем ряду. Первую вершину пропускаем и в центральную вершинку, во второй столбик, вяжем столбик без накида. Под следующую арку из 5 воздушных петель вяжем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7 столбик без накида. Далее снова смотрим, у нас вот здесь 3 столбика. В центральный мы провязываем столбик без накида. Под арочку вяжем 7 столбиков без накида. Первый столбик, второй,
третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Снова в предыдущем ряду 3 столбика, в центральный провязываем столбик без накида. Вот что получается. Таким образом вяжем до конца ряда. Заканчиваем первый ряд узора. Под арку из 5 воздушных петель провязали 7 столбиков без накида. В конце ряда у нас 2 столбика без накида в предыдущем ряду. Мы пропускаем вершину первого столбика, а в вершину второго провязываем столбик без накида. Поворачиваем работу, вяжем второй ряд. 4 воздушные петли подъема. Еще 2 воздушные петли для арочки. Теперь на вот этой арке, где мы вязали 7 столбиков без накида, мы пропускаем 2 столбика, в третий, четвертый и пятый столбик будем вязать по одному столбику без накида. Еще раз смотрим. Вот этот столбик, который мы вязали в столбике, который находится в предыдущем ряду, мы не считаем. То есть вот первый, второй пропускаем, в третий вяжем столбик без накида, в следующий провязываем столбик без накида и в следующий провязываем столбик без накида. Далее вяжем 5 воздушных петель. Снова смотрим. Вот столбик, который был провязан, мы его не считаем, который провязан в столбик предыдущего ряда. Далее по вот этой арочке отсчитываем первый, второй столбик, в третий вяжем столбик без накида, в следующий провязываем столбик без накида и в следующий вяжем столбик без накида. Провязали. Снова повторяем 5 воздушных петель. На вот этой арке пропускаем первый столбик, второй, в третий вяжем столбик без накида, в четвертый провязываем столбик без накида и в пятый провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем второй ряд, вяжем в конце 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами вот сюда вот, столбик без накида, самый последний предыдущего ряда, вот таким образом. Провязали, поворачиваем работу, вяжем третий ряд узора. 1 воздушная петля подъема. Теперь под эту арку из 2 воздушных петель мы с вами провяжем 4 столбика без накида. Вяжем первый столбик, второй, третий и четвертый. Далее вот у нас здесь 3 столбика без накида в предыдущем ряду. Первую вершину пропускаем, во вторую вершинку вяжем столбик без накида. Под арку из 5 воздушных петель провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик без накида. Снова у нас 3 столбика без накида в предыдущем ряду. Первую вершину пропускаем, во вторую вершинку вяжем столбик без накида. Под следующую арку из 5 воздушных петель вяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее пропускаем вершину столбика, в следующую вершинку провязываем столбик без накида. Таким образом повторяем до конца ряда. Заканчиваем вязание третьего ряда. Под последнюю арку, которая в конце ряда у нас,
провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый столбик. Поворачиваем работу и вяжем четвертый ряд. 1 воздушная петля подъема. Вершину первого столбика провязываем столбик без накида. И вершину второго столбика предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. 3, 4, 5. На вот этой арке, где мы вязали 7 столбиков без накида, отсчитываем первый столбик, второй, в третий столбик вяжем столбик без накида. В четвертый столбик провязываем столбик без накида. И в пятый провязываем столбик без накида. Далее снова 5 воздушных петель. На следующей арочке, где у нас 7 столбиков без накида, пропускаем первый столбик, второй, в третий вяжем столбик без накида, в четвертый вяжем столбик без накида и в пятый вяжем столбик без накида. Повторяем снова 5 воздушных петель. На следующей арке отсчитываем вершину первого столбика, второго, вершину третьего столбика вяжем столбик без накида, в четвертый вяжем столбик без накида и в пятый вяжем столбик без накида. Таким образом вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязываем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И у нас вот здесь вот в конце 4 столбика без накида в предыдущем ряду. Мы пропускаем вершину первого, второго столбика. В третий столбик вяжем столбик без накида. И в самый последний столбик провязываем столбик без накида. Мы закончили вязать 4-й ряд узора. И это составляет раппорт узора в высоту. Далее повторяем узор с 1 по 4 ряд. Помните, что установочный ряд мы в расчет не берем. В результате у нас получится вот такой красивый простой узор крючком. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.